Алоха, граждане! С вами канал Высокая Нет Кухня, братан. Привет! И мы сегодня будем готовить средиземноморскую классику, а именно паста с мидиями, но не просто так, соответственно с заковырками. Паста тоже непростая, разноцветная, ну такое будет веселое блюдо. Кстати, для цвета еще и вот такой вот зеленый горошек, но это потом. Что такое паста с мидиями? Это 10 минут вашего времени и отличный, замечательный просто, обалденный ужин. Приступаем! На улице дождик идет, а мы тут готовим всякое такое интересное и летнее. Вы не смотрите, что у меня лук такой. Он, конечно, салатный больше. Но, извините, во-первых, для цвету, но это я так придуряюсь. На самом деле у меня белый кончился. Нарежем его вот такими вот полукольцами, тоненькими. И подготовим чеснок сразу. Давайте сделаем 3 зубчика. У нас вообще 5 их на самом деле, но 2 нам не понадобится практически. Понадобится только по другому поводу. Чеснок порежем крупно. Ну вот и все. Ну и давайте зелень подготовим. Петрушка. Кто знаком со средиземноморской кухней, прекрасно знает, что итальянцы говорят: где чеснок, там петрушка. Многие потом, конечно, удивляются, что в итальянской кухне тоже пользуются петрушкой, и зачастую гораздо больше, чем всякими базиликами, орегано и так далее. Но что есть факт, то есть факт. Ну вот так вот меленько порезали. Что не дорезали, добили танцем. Ну еще немножко порежем перца острого. У меня здесь такой мумифицированный наполовину, но другого нет, к сожалению, извините. Прям буквально несколько колечек отрежем, чтобы не особо жгло. Вот так вот хватит, смотрите. Итальянский флаг. Итальянский флаг получился? Да. Ну, я не старался, так получилось само. В глубокую сковородку наливаем немного оливкового масла. Экстравержен, если что. И делаем его чесночным. Вот таким макаром. Обжаривать чеснок сильно не надо, просто дать ему немножко корочку, он как раз запах отдаст, и все будет замечательно. Вот смотрите, чеснок немножко обжарился, корочкой покрылся. Можно его снимать. А сюда мы отправляем лук и перец. Огонь немножко убавим. Давайте, у нас горошек, он замороженный, как и мидии. Его немножко раньше отпустим. Пусть немножко обжарится. Как лук с горошком прозрачными стали, добавляем туда мидии. Солим, перчим. Сейчас они начнут бульон давать и вариться. В этот момент добавляем 150 грамм вина белого, сухого. Вот так вот. И пусть все это дело под крышкой варится. Отправляем нашу пасту вариться. Здесь написано 7 минут. Отправляем ее вариться на 5. Сейчас на максимальном огне это дело варится. Почему? Потому что нам надо выпарить немного бульона отсюда. И потом добавить туда спагетти. А сколько будет вариться? Да, они буквально готовы. Вот немножко выпарится в 2 раза в бульон. И все. Они вкусные получатся. А вот и попробуешь. А почему не сейчас скажешь? Ну, потому что как я могу тебе сказать? Ты ж знаешь. Тебе как сало это. нравится, Да. а вот ему нет. Для тебя сало вкусное, для него нет. Сама попробуешь и решишь. Хорошо. Добавляем наш чеснок нарезанный и половину зелени. Перемешиваем. И добавляем пасту. Снова перемешиваем. Сейчас паста недоваренная и не промытая причем. Если в курсе, то пасту промывать не стоит. Вот она недоваренная, она отдаст часть своей муки, вот этой вот мучной истории, в бульон. И он загустеет окончательно. И будет так обволакивать каждую макаронину, так скажем. И будет очень вкусно. Все готово. Ну чё, братан, контрольный занюх. Вкусно пахнет. Окончательное украшение. Как-то так вот. Хаотично. Петрушки и перчика вот так вот. Пробовать будете? Да.
Горячая. Берите вилки. Вкусно. Вкусненько, солененько. Итак, господа и дамы, что я имею вам сказать? 10 минут вашего времени, мидии из магазина по акции. Некоторые начнут сейчас говорить, что я и без ракушек купил, некрасиво. Но знаете, я не такой богатый, чтобы платить за ракушки деньги. Я настолько жадный, что я этого делать не хочу. В любом случае. Даже если бы были деньги, я бы не стал этого делать. Собственно говоря, что я хочу вам сказать. Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальцы вверх. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал. А если уж вы подписались на канал, то будьте добры, потеребите колокольчики. Колокольчики делают вашу жизнь веселее, да и мне приятно. Пока-пока! Давайте уже есть эту всю вкусную красоту. Аривидерчи!